27 июля 2021 года Олимпийские игры по триатлону, Токио. Идет тропический шторм. Старт игр откладывают на 15 минут из-за ливня и ветра. Одна из участниц, 33-летняя спортсменка, представительница страны с населением в 65 тысяч человек, выходит на старт своей 4-й Олимпиады в карьере и приносит ей первое в истории олимпийское золото. Ее зовут Флора Даффи. Ее путь к этой минуте занял 20 лет. Включал расстройство пищевого поведения, снятие с дистанции на ее первой Олимпиаде, страшное падение на мокрой дороге в Лондоне в 2012 году и больше года травм прямо перед тем самым триумфом в Токио. В этом видео мы разберем самые яркие моменты ее карьеры. Детство на Бермудских островах, падение, которое чуть не закончило ее историю навсегда, 6 титулов чемпионки мира по кросс-триатлону Xterra, 4 титула чемпионки мира на олимпийской дистанции, олимпийское золото и решение уйти из спорта летом 2026 года. Всем привет! Вы на канале On Your Mark Triathlon News. Меня зовут Николай Ярмоцик, и сегодня история триатлонистки Флоры Даффи. Флора Джейн Даффи родилась 30 сентября 1987 года на Бермудских островах, крошечной британской территории посреди Атлантики с розовыми песчаными пляжами и населением чуть больше 60 тысяч человек. Ее родители сами родом из Англии, и по праву рождения Флора могла бы выступать за сборную Великобритании. Но она выросла на Бермудах, влюбилась в остров и позже, уже взрослой, сознательно выбрала защищать цвета маленькой страны, которая ее вырастила. Первый спортивный опыт она получила в 8 лет на детском триатлоне Iron Kids. Выиграла свою возрастную группу. По ее собственным словам, полностью влюбилась в этот вид спорта. Она присоединилась к местному клубу Three Heads. Тренировалась там каждую субботу. И в детстве, и в школе на Бермудах ее знали прежде всего как бегунью, а не пловчиху и не велосипедистку. В подростковом возрасте Флора получила спортивную стипендию в частную школу Келли Колледж в английском графстве Девон. И именно там, в маленькой команде из 4 человек, она по-настоящему сформировалась как триатлетка. Уже в 18 лет, всего во второй гонке на олимпийской дистанции в жизни, она квалифицировалась на Игры Содружества 2006 года в Мельбурне. Ее профессора были в недоумении, почему выпускница вдруг улетает через 3 недели после диплома на другой конец света, на международные соревнования. На той гонке она вышла из воды рядом со своим будущим кумиром Хелен Дженкинс и финишировала 8-й, что стало для нее настоящим поворотным моментом. Мир триатлона удивился, никто не знал эту 18-летнюю девушку с Бермудских островов. Уже тогда были видны ее главные козыри на будущее. Сильный бег, но в то же время очень нестабильное, то отличное, то посредственное плавание. 2008 год. Здесь начинается самая тяжелая и самая важная часть истории Флоры Даффи, о которой она рассказала предельно откровенно в одном из первых больших интервью в своей карьере. Готовясь к Олимпийским играм 2008 года в Пекине, она купилась на токсичный миф, который годами живет в спорте на выносливость. Чем стройнее спортсменка, тем быстрее она бежит. У нее развилось расстройство пищевого поведения, очень похожее на то, с которым позже публично боролась и через которое ушла из спорта британская триатлетка Холли Эвилл. Флора вспоминала это так: тело сходит с ума невероятно быстро, ты теряешь контроль, окружающие бьют тревогу, и в какой-то момент организм сам говорит тебе стоп. Она потеряла около 9 килограммов веса, погрузилась в спираль усталости, травм и, по ее собственным словам, депрессии. На Олимпийские игры в Пекине она приехала больной и физически истощенной и не смогла завершить дистанцию. Олимпиада закончилась сразу после плавания и даже не поехав на велоэтап. После игр она приняла тяжелое решение не заниматься больше триатлоном вообще. Вернулась на Бермуды и устроилась на обычную работу в магазине. Это был момент, когда, казалось, многообещающая карьера юной звезды закончилась, толком и не начавшись. И таких историй в спорте на выносливость, к сожалению, множество. Большинство спортсменов из подобной ямы уже не выбираются.
Проработав какое-то время в магазине, Флора поняла, что не хочет провести так всю жизнь. Решила закончить образование и поступила в университет Колорадо в Болдере. Тогда же она написала тренеру Нилу Хендерсону из Болдерского центра спортивной медицины. И их первый разговор в январе 2009 года стал одним из важнейших моментов ее жизни. Хендерсон не стал предлагать жесткий план подготовки. Наоборот, он сказал ей прямо: не нужно вставать в 5 утра на плавание. Можно вообще не бегать первое время. Но вот велосипед был бы хорошей идеей. Он знал, что проблемы у Флоры были именно от ударной нагрузки при беге. Велоспорт стал для нее безопасным способом заново открыть себя спортсменку без давления на результат. Только осенью 2009 года, спустя месяцы спокойных велотренировок, она сама попросила разрешения начать понемногу плавать, а затем и бегать. Сначала по мягкой поверхности и совсем недолго. Летом 2010 года Флора решилась вернуться в большой триатлон, выбрав не самую легкую гонку, а один из самых статусных стартов сезона с призовым фондом в $1 миллион, где ей предстояло соперничать со звездами уровня Эммы Сноусел. Она финишировала 20-й, и для человека, который 2 года не выступал и еще недавно был вынужден уйти из спорта, это стало настоящим триумфом и подтверждением того, что путь назад все-таки возможен, но впереди ее ждало новое испытание. На играх 2012 года в Лондоне на олимпийской велотрассе, мокрой от дождя, с масляными пятнами на асфальте, произошла массовая авария прямо на большой скорости в повороте, который спортсмены даже не успели заранее прощупать. Флора оказалась в этом завале вместе с несколькими соперницами. Находясь на тот момент в отличной позиции в головной группе преследования, ее шансы на медаль обнулились в 1 секунду. Но вместо того, чтобы сойти с дистанции, она сама на месте починила поврежденный велосипед и, доехав гонку до конца, финишировала 45-й. Напомню, из 55 стартовавших. Позже она честно призналась, что ей нужно было закончить дистанцию хотя бы ради семьи и друзей, приехавших ее поддержать в Лондон, и ради многочисленных бермудцев, специально приехавших стоять вдоль трассы. Она называла себя обиженной на судьбу из-за того, что подряд 2 Олимпиады закончились для нее не так, как она мечтала, но добавляла с юмором, что ей всего 25 и впереди еще Рио. Уже через несколько недель после игр она вернулась к соревнованиям и заняла 2-е место на элитном национальном чемпионате США, доказав себе и другим, что психологически она полностью восстановилась. В следующие годы Флора методично выстраивала карьеру, все больше полагаясь на свой фирменный прием, мощную рискованную атаку на велосипедном этапе задолго до финиша, когда соперницы еще не готовы отпускать лидера. Большинство элитных триатлеток предпочитает тактичную, выжидательную гонку и решает все на последнем беговом этапе. Но Флора ломала этот сценарий практически в каждой крупной гонке, заставляя соревнования происходить на своих условиях. В 2016 году на своей 3-й Олимпиаде в Рио она финишировала 8-й, но настоящий прорыв случился чуть позже, в том же самом году. На финале серии чемпионата мира в мексиканском Козумеле в изнуряющей жаре Флора включила свой велосипедный удар, оторвалась от соперниц и привезла себе первый в карьере титул чемпионки мира. Но 2016 год стал особенным еще и потому, что Флора Даффи стала единственным человеком в истории, кто в один календарный год выиграл сразу 3 разных чемпионата мира по триатлону: серию WTCS по кросс-триатлону и по внедорожному триатлону Xterra, где гонка идет на горных велосипедах по лесным тропам и камням вместо ровного шоссе. Чтобы оценить масштаб, представьте теннисистку, которая в один год выиграла бы турнир на траве, на грунте и на харде. 3 совершенно разных набора навыков, доведенных до мирового уровня одновременно. Год спустя, в 2017, она защитила титул чемпионки мира настолько убедительно, что установила рекорды по величине победного отрыва, который до сих пор числится за ней в истории серии. И стала единственной триатлеткой, показавшей лучшее время сразу во всех 3 дисциплинах одной гонки. Надо сказать, что в целом в 2017 году она выиграла 6 гонок и 1 раз была 2-й. То есть сумма набранных очков на всех этапах была просто с колоссальным отрывом от 2-го места. К этой копилке она позже добавила 6 титулов чемпионки мира Xterra, собранных в 2014, 15, 16, 17, 19 и 21 годах, что делает ее одной из самых универсальных триатлеток за всю историю спорта. Одинаково опасной и на шоссе, и на лесной тропе. В декабре 2017 года она вышла замуж за южноафриканского триатлета Дэна Хьюга в его родном Стелленбосе.
Мало кто из зрителей, следивших только за трансляциями главных стартов, знал, через что на самом деле проходила Флора Даффи перед играми в Токио. По данным профильных изданий, за ее плечами было целых 16 месяцев травм и болезней подряд. Она позже призналась предельно откровенно: было очень много слез, было очень много моментов отчаяния. Были моменты, когда она сама себя спрашивала: смогу ли я вообще снова быть здоровой? Смогу ли я снова выступать на самом высоком уровне? То есть вопрос не профессионального уровня, а просто здоровья. Утром 27 июля 2021 года старт женской гонки задержали на 15 минут из-за проливного дождя и ветра от подходившего тропического шторма. Температура воды в заливе Адайба держалась на границе допустимой для заплыва без гидрокостюма. В этих экстремальных условиях Флора вышла из воды в головной группе, уверенно провела велоэтап, а на 10-километровом беге просто оторвалась от всех, показав фантастический беговой сплит. Лучший результат дня. Свой решающий рывок она сделала не на последнем круге, как часто делают более осторожные соперницы, а уже в начале бега, следуя своей всегдашней философии не ждать, а создавать гонку самой. Она пересекла финишную черту первой, выиграв больше минуты у серебряного призера британки Джорджии Тейлор Браун. Флора Даффи стала первой в истории олимпийской чемпионкой из Бермудских островов. Ее победа автоматически сделала Бермуды самой маленькой по населению страной, когда-либо выигравшей золотую олимпийскую медаль на летних играх. После финиша она буквально упала на землю от переполнявших ее эмоций и сказала журналистам, что стать олимпийской чемпионкой было ее мечтой с 8 лет. С самого первого детского триатлона на Бермудском пляже, и что она пересекла эту черту сегодня ради каждого жителя своего острова. После золота Токио жизнь Флоры Даффи изменилась официально и в самом буквальном смысле. В новогодних наградах 2022 года она была удостоена высшего женского рыцарского звания Великобритании – дамы Командора Ордена Британской империи. И с этого момента к ее имени официально добавляется титул «Дама» – Дама Флора Даффи. Летом 2022 года на играх Содружества в британском Бирмингеме она успешно защитила свой титул чемпионки, а в ноябре того же года на финале чемпионата мира в Абу-Даби в тяжелейших условиях жары обыграла свою многолетнюю главную соперницу Джорджию Тейлор Браун и завоевала уже 4-й в карьере титул чемпионки мира на олимпийской дистанции. В 2023 году, уже будучи одной из самых титулованных действующих триатлеток мира, Флора приняла смелое решение перейти в новый профессиональный формат Т100, а в 2024 году отправилась на свои 5-е Олимпийские игры подряд. На этот раз в Париж, установив впечатляющую серию личных участий в играх с 2008 по 2024 год, и финишировала 5-й. 15 июля 2026 года Флора Даффи официально объявила о завершении профессиональной карьеры. В своем заявлении она была предельно честна и спокойна. Она сказала, что ощущает мир внутри себя и полностью довольна этим решением. Что дело дошло до точки, когда ее тело просто продолжало ломаться и получать травмы каждый раз, когда она пыталась тренироваться на уровне, необходимом для гонок высшего эшелона. Она подчеркнула, что у нее была долгая и прекрасная карьера, и что она полна благодарности за весь этот путь. Она вспомнила целую плеяду великих соперниц, с которыми ей довелось соревноваться за 2 десятилетия. От легенд начала карьеры вроде Эммы Сноусил до соперниц последних лет вроде Джорджии Тейлор Браун, и сказала, что каждая из них по-своему помогла ей стать сильной версией себя. Если собрать воедино всю карьеру Флоры Даффи, получится удивительная история не только спортивных побед, но и настоящая человеческая стойкость. Девочка с розового бермудского пляжа, которая в 18 лет удивила весь мир триатлона, которая в 20 лет почти потеряла себя из-за расстройства пищевого поведения и не смогла закончить свою первую Олимпиаду, которая упала на мокром асфальте в Лондоне на глазах у собственной семьи, но каждый раз находила в себе силы вернуться. Она стала единственным человеком в истории, выигравшим 3 разных чемпионата мира по триатлону за 1 год.
шестикратной чемпионкой мира Xterra, четырехкратной чемпионкой мира на олимпийской дистанции и, конечно, первой в истории олимпийской чемпионкой для своей маленькой прекрасной страны. Но, пожалуй, важнее всех медалей то, о чем она сама говорила в своих последних интервью. Желание доказать спортсменам из маленьких стран и федераций, что размер страны не определяет размер мечты, что не нужна огромная и богатая федерация, нужно всего несколько человек, которые в тебя поверят. Президент мирового триатлона, комментируя ее уход, назвал список ее достижений таким, который, возможно, никогда не будет превзойден. На родных Бермудах именем Флоры Даффи уже назван крупный национальный спортивный центр, включая стадион, живое напоминание о том, что географический размер страны не определяет размер ее амбиций. Флора Даффи ушла из большого спорта летом 2026 года в состоянии мира с собой и с гордостью за пройденный путь. Это, возможно, самая честная и самая красивая победа из всех, что она держала за свою невероятную карьеру. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и буду рад почитать ваши мысли в комментариях и поделиться своими. Увидимся в следующем видео.